Ну что, друзья, всем привет! Зрителям, подписчикам, людям, которые случайно зашли на наш канал. Мы вас приветствуем. Наш канал называется «Мы в Испании». Нас зовут Татьяна Алексей, кто впервые на нашем канале. Мы живем в провинции Аликанте больше 5 лет и снимаем ролики, обзоры, видео, прямые эфиры об этой замечательной стране. Тема сегодняшнего нашего ролика будет какие-то наши лайфхаки, что делать для того, чтобы чувствовать себя более сильно морально, живя в Испании, чтобы как-то быстро адаптироваться здесь и чувствовать себя достаточно хорошо психологически. Вот об этом я хотела сегодня поговорить, поделиться своими лайфхаками о жизни в Испании. И давайте вот эту тему сегодня я приоткрою для вас немножечко. Ну и перед тем, как я расскажу вам свои лайфхаки о том, как чувствовать себя уверенно в новой стране, не забывайте поддержать наше видео лайком, написать свои комментарии и кинуть это видео своим друзьям. Репост в соцсетях приветствуется. Почему? Потому что это видео увидят больше людей, соответственно, большим людям оно принесет какую-то пользу. Ну что ж, первое, это, наверное, изучение языка. Вот для того, чтобы в любой стране чувствовать себя хорошо, более спокойно, свободно, общаться с местными жителями на их родном языке, для этого нужно, конечно же, выучить язык. Пусть это будет на уровне А1, начальный какой-то бытовой уровень. Вы просто будете здороваться, какие-то маленькие просьбы, что-то уметь рассказать о себе. Для этого существует много различных сайтов, онлайн-программ, где можно даже бесплатно заниматься для начала. Лучше, конечно, в дальнейшем пойти на какие-то более активные, современные, продвинутые курсы, самый высший пилотаж. Я все-таки надену очки, потому что солнышко светит в глаза. Высший пилотаж – это, конечно же, то, что мы уже советовали не раз. Курсы в университетах, в частности, вот в Аликанте, есть в Мурсии, в различных университетах Испании. Но я считаю, что без знания языка жизнь в чужой стране будет серой, унылой, скучной. Вы не узнаете много интересного, какие-то особенности жизни. А так местные жители, конечно, с удовольствием будут делиться на своем родном языке с вами разными моментами. И вы больше узнаете, лучше адаптируетесь, быстрее вольетесь в эту среду, вам будет легче, вы будете психологически спокойнее себя чувствовать, увереннее и сильнее. Вот это первый момент. Второе, знаете, я бы выделила именно быть готовым психологически к различным видам трудностям. То есть сразу снять с себя розовые очки и понимать, что переезд и жизнь в другой стране, она сопряжена еще с какими-то трудностями. То есть у вас будут различные моменты, которые могут доставлять какие-то переживания. Это может быть документы, продление, банковские счета, налоги и так далее, и так далее. То есть надо понимать, что если вы едете по визе без права на работу, то 5 лет вы не будете иметь возможности работать официально в этой стране. Это либо вы будете сидеть на те деньги, которые у вас есть на счету, либо вы будете сидеть получать доход от пассивных ваших источников, это аренда недвижимости в других странах, не обязательно в стране, из которой вы приехали. И либо это будет какой-то фриланс, удаленная работа и так далее. То есть здесь, если вы поедете по визе без права на работу, 5 лет Испания работы не дает. То есть надо заранее быть готовым к этим моментам. Сейчас, конечно, для россиян множество трудностей. Это проблемы с открытиями счетов, блокировка счетов, много-много всего. Поэтому к этому тоже надо быть готовым и психологически, и морально, и знаниями. Вот как-то подготовить почву, если вы собираетесь переезжать, чтобы... Ну, третье, всегда психологическая наша составляющая связана с физической, поэтому третье, что бы я посоветовала здесь, вести все-таки активный образ жизни. Здесь все предрасполагает к тому, чтобы, вы видите, вот какая шикарная природа, ходить, заниматься спортом, плавать, бегать, прыгать. В общем, активный образ жизни, с чем связано еще и здоровье наше, и физическая форма, и психологическое здоровье, что очень важно, о чем мы сегодня как раз и говорим. Так что активный образ жизни поставим третьим пунктиком после того, как мы начали изучать язык, подготовили себя психологически к тому, что нам будет не всегда все просто здесь даваться. И вот третье, давайте будем заниматься активными видами спорта все-таки. Ну, такими хотя бы ходьба, плавание, йога, цигун, что нам по силам.
Еще бы я посоветовала четвертым пунктом — это участие в местной жизни. Это не просто ходьба и просмотры каких-то достопримечательностей, не просто фестивали, не просто узнавать культурную жизнь, хотя это тоже пунктиком я отдельно выделила, но еще и посещение различных каких-то мероприятий, общение с местными жителями. То есть вот один из пунктов участия в местной жизни это и подразумевает, что вы будете общаться с местными жителями. То есть почему я поставила первым пунктом язык, изучение местного языка, потому что все строится на этом. То есть удачная, успешная, спокойная, психологически уверенная жизнь в другой стране, она зиждется на том, что вы изначально изучили язык, вы умеете на нем общаться, вы общаетесь с местным населением. Здесь вы узнаете что-то новое для себя, здесь вы погрузитесь в эту атмосферу, узнаете культуру, кухню, цены, в конце концов, куда пойти, на какой рынок, где купить что, на какой барахолке, где покупают местные, где они отдыхают и так далее, и так далее. То есть всякие разные моменты, вопросы, которые у вас могут возникать, вы узнаете через общение с местными, через изучение испанского языка. Ну и социальные связи — это различные группы, кружки, я не знаю, фонды, ассоциации, там, где и не только местные, и русскоговорящие, и разные иностранцы. Если вы знаете английский, французский язык, то это тоже очень хорошо можно в таких социальных группах принимать участие. Может быть, это будет тематически то, что вам интересно. Это какие-то фото, студии, может быть, кройки шитья, занятия йогой, цигун. Здесь очень много занимаются люди, собираются в таких социальных группах по интересам, спортивных группах и занимаются на берегу, на побережье цигуном, йогой, посещают какие-то места, может быть, это автошкола даже. Это тоже определенная социальная группа тех людей, которые изучают автодело, скажем так, правила дорожного движения в Испании, сдают и получают водительское удостоверение, сдают экзамены. То есть записывайтесь в различные кружки, секции, группы, может быть, спортивные какие-то. Также вы расширите свои знания, у вас будет больше знакомых и русскоговорящих, и не русскоговорящих, больше каких-то, может быть, дружеских связей. Вот. И это тоже, в общем-то, способствует как-то улучшению вашего качества здесь жизни, то есть вам есть с кем пообщаться, вы больше что-то узнаете. Есть такие люди, которые вместе катаются на великах походы, ходят в горы куда-то вместе, то есть такие люди физически спортивные, подготовленные. Вот, собственно говоря, вот это тоже очень важно. Ну и также погружайтесь в богатое наследие, историческое наследие Испании. То есть путешествуйте по возможности, смотрите исторические и археологические достопримечательности. Испания очень интересная. У нее есть не только вот это вот южное, юго-восточное побережье на Средиземном море, но также есть прекрасный север на океане, есть Галисия, Кантабрия, в общем, много различных регионов. Я уже не говорю про Мадрид, центр, да, и столицу. Также есть Каталония с прекрасной Барселоной, где можно посмотреть великолепные творения Антонио Гауди, Малага, где можно посетить музей Пикассо. Об этом я часто говорю на нашем канале, об этом мы показывали ролики из этих прекрасных городов. И, то есть старайтесь изучать просто наследие Испании. Если вы приезжаете сюда жить, то надо жить и знать о том регионе, в котором вы живете, как можно больше и историю, и культуру. История здесь очень богатая и интересная. Здесь с римских времен и до нынешних дней есть какие-то изменения, какие-то архитектурные почерки различных эпох прослеживаются. Здесь очень много музеев краеведческих бесплатных есть, музеев интересных для ваших детей, может быть, будут. То вы будете лучше узнавать об этом крае и больше понимать, наверное, даже нынешнюю жизнь, если ведь все как-то переплетается, история нынешняя и прошлое, что-то можно такое вот найти в этом. Поэтому путешествуйте, смотрите, изучайте различные регионы Испании, различные направления в культурном жизни Испании, фестивали, посещайте разные мероприятия.
кстати, вот следующее– это обучение новым навыкам. Мы знаем людей, которые здесь осваивали, переезжая, какие-то новые навыки. Это может быть какие-то, знаете, кулинарное искусство, или это просто какие-то изучения новых ремесел. Может быть, это танцы, песни, кто-то раскрывает в себе музыкальные какие-то способности, или изучает какие-то вот действительно виды танцев или новые виды спорта. Кто-то бросается в путешествие, и тоже это как хобби. То есть, когда мы начинаем какие-то изучать новые навыки, это также делает нас немножко психологически спокойнее. Ну вот кто-то нам писал, что работа поглощает все наше время. Но если ваша работа– это либо источник дохода и приносит удовольствие, это тоже здорово, но если есть право на работу в этой стране, но если же эта работа еще и становится вашим хобби, то это вообще замечательно, потому что тогда самая лучшая работа, как сказал кто-то, это хобби. Если вы работаете, это вам удовольствие, потому что это ваше хобби, и еще приносит какой-то источник дохода, то есть деньги, да, то это вообще в 100 раз лучше, и тогда, ну, действительно, психологически мы чувствуем себя вообще великолепно. Но вот, кстати, некоторые люди здесь переучиваются и начинают какую-то новую деятельность. Может быть, кто-то становится виноделами или высаживает какие-то огороды, разводит, может быть, курочек, открывает фабрики какие-то. Ну и так далее. То есть, да, работа это здорово, но если в данный момент еще нет права на работу, то можно освоить какие-то виды хобби, новое творчество или пока что пойти учиться, получать новую профессию. Тоже как вариант для того, чтобы чувствовать себя психологически комфортно. Ну и, конечно же, позитивное мышление. Позитивное мышление делает нас более открытыми к новым возможностям. То есть, если мы переехали сюда, если мы приняли такое решение, то надо мыслить позитивно и позитивно смотреть на все вещи и стараться двигаться вперед. Вот. Ну и рационально, эффективно тратить свое время с дня, можно так сказать. Это тоже дает возможность нам больше себя реализовывать и быть более успешными на новом месте нашего проживания. Кстати, друзья дорогие, вы можете всегда добавить, если что-то вам кажется, вы чем-то хотите поделиться, и что-то вам кажется, я упустила. Ну и крайнее, что бы я посоветовала, это поддерживать друг друга, если вы переезжаете с семьей, поддерживать своих детей или своих родителей, ну и поддерживать дружеские родственные связи, если кто-то остался у вас дома. Это очень сильно мотивирует, очень сильно поддерживает. Поддержка близких, поддержка друзей, поддержка знакомых, родственников. То есть вот эти родственные, дружеские связи, это тоже очень важно. Психологически это поддерживает нас, это делает нас более стабильными, более уверенными, наверное, в своих действиях. Ну, и если вы переезжаете сюда семьями, друг дружку поддерживайте, детей своих обязательно мотивируйте, хвалите на достижение новых целей и успехов. А мы, как всегда, встретимся с вами на нашем канале в новых наших роликах. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Адьос, амигос, пока-пока.